Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об огнезащите. В последнее время в России заметно выросли требования к пожарной безопасности зданий и сооружений. Тем не менее, вопрос огнезащиты и конструкций, как правило, оставляют на крайний срок. Неправильный выбор приводит к плачевным результатам. В лучшем случае затягиваются сроки выполнения работ, а в худшем огнезащитное покрытие приходится полностью заменять. Сегодня на рынке огнезащитных покрытий существуют сотни различных материалов, но все их можно разделить на три основных типа. Давайте в этом разберемся. Итак, сегодня мы проведем сравнение огнезащитных составов. Для этого у нас есть листы, подготовленные абразивоструйным способом. На первый лист мы нанесем акриловую огнезащиту. На второй лист будет покрашен гибрид полиуретановой огнезащитой. И на третьем листе мы нанесем эбоксидный огнезащитный состав. Собственно, приступим и начнем с акриловой огнезащиты. Для того, чтобы подготовить акриловую огнезащиту к работе, достаточно открыть заводскую упаковку и просто перемешать ее миксером. В нашем случае, для того, чтобы материалы отличались по цвету, мы добавим черный колер. Итак, акрилы. Это простой и хорошо известный вид огнезащиты. Выглядит как обычная интерьерная краска, но более вязкая. Качественные акрилы эстетично выглядят, быстро сохнут, легко наносятся, но не переносят воздействие влаги, особенно в сочетании с перепадами температуры. Поэтому в условиях открытой атмосферы их применять не рекомендуется. Типичная толщина нанесения акриловых огнезащитных составов 800-1000 микрон. Проверим, что у нас получилось. Толщина мокрой пленки огнезащитного состава 1100 микрон. А теперь давайте проверим, что будет, если мы нанесем толщину мокрой пленки акриловой огнезащиты больше, чем 1100 микрон. Итак, у нас толщина 1400 микрон. Посмотрите, какое покрытие. То есть уже образовался потек и морщинистость. То есть материал утекает на 1400 микрон. Все, с нанесением акриловых огнезащитных составов мы закончили. Дадим ему высохнуть, переходим к нанесению эбоксидных составов. Эбоксидные огнезащитные составы являются двухкомпонентными. Основное требование при подготовке огнезащиты – смешать в точной пропорции эти компоненты и все. Они образуют очень прочное покрытие, стойкое к ударам, износу и к агрессивному воздействию окружающей среды. Но, к сожалению, эпоксиды очень долго сохнут. Интервал межслойной сушки в среднем составляет около 20 часов при температуре 20 градусов. И все это время температура воздуха должна быть в рамках плюс 10, плюс 25 градусов. Влажность 70-75%. В процессе полимеризации эпоксиды не допускают воздействия осадков. Утренняя роса на покрытии может вызвать выпотевание отвердителя на поверхность, что приведет к потере межслойной адгезии. Также эбоксиды из-за своей твердости чувствительны к вибронагрузкам и термическим деформациям металла, что зачастую приводит к растрескиваниям покрытия. Итак, мы покрасили лист. На эту часть листа мы намеренно нанесли толщину в районе 2000 микрон. Эта часть листа окрашена в 1500-1400, то есть как по норме. То есть там, где произошел перебор толщины, видно сразу потеки. Тут, где мы покрасили в норме, толщина в норме. То есть здесь толщина покрытия у нас 900, ближе сюда. Ну а тут, где начались потеки, 1800. Ну все. 2000, и он утекает. Ну и, наконец, наш третий испытуемый гибрид полиуретановый состав Nullifier SC902. Также является двухкомпонентным. Давайте его приготовим. Гибрид полиуретаны – передовая разработка среди огнезащитных составов. Как и эбоксиды, это материалы химического отверждения, но реакция отверждения идет на порядок быстрее. К их плюсам относятся возможность нанесения при высокой влажности вплоть до 95% и близко к точке росы. Отверждение при низких температурах до минус 15 градусов. Стойкость к воздействию осадков уже через час после нанесения. Ну и, наконец, толщина мокрой пленки однослойного покрытия может достигать 10 мм. Мы нанесли 6000 микрон. Покрытие выглядит отлично. Продолжаем нанесение до 10 000.
Акриловый огнезащитный состав мы нанесли 1000-1200 микрон. Эпоксидный состав мы нанесли свыше 1500 микрон. И гибрид полиуретан более чем 10 тысяч микрон. Оставляем листы для высыхания. Посмотрим, что получится через час. Итак, прошел 1 час спустя нанесения огнезащитного материала Nullifier SC902. Более 2 часов с момента нанесения эпоксидного состава и более 3 часов с момента нанесения акрилового огнесостава. Проведем определение степени высыхания на отлип. Акриловый огнезащитный состав. Видно? Эпоксидный огнезащитный состав. Видно? И огнезащитный состав Nullifier, который был нанесен толщиной мокрой пленки более 10 тысяч микрон. Выдавливаем. Покрытие высохло. Следов не остается. А теперь переходим к водным процедурам. Сымитируем воздействие атмосферных осадков, обольем наши пластины водой из закрасочного аппарата. Итак, акриловая огнезащита полностью смыта, пробито покрытие, повреждено до подложки. Эпоксидная огнезащита также повреждена до подложки, полностью смыта. Nullifier ничего не произошло, покрытие просто сырое. При этом напомню, что толщина мокрого слоя составляла 10 тысяч микрон и покрытие сохло 1 час. Это однослойное покрытие, больше наносить не нужно. Нанесение огнезащиты на рабочей площадке всегда сильно зависит от колебаний температуры воздуха. Кроме того, влияет относительная влажность воздуха, а также возможные осадки. Высокие требования эпоксидов к условиям окружающей среды на время их нанесения и сушки сильно ограничивают их применение. Только летом на 2 с небольшим месяца. В дождливые годы, когда выпадает много осадков, даже летом нанесение эпоксидов очень рискованно и является сложной задачей. В то же время широкий диапазон гибрид полиуретанов позволяет наносить огнезащиту примерно 270-290 дней в году с минимальными рисками повреждения осадками. Очень часто огнезащита испытывает механические нагрузки. Для огнезащитного состава очень важным качеством является его эластичность. Давайте проверим, как огнезащитные составы сопротивляются деформациям. У нас есть 3 образца. Это акриловое покрытие, эпоксидное покрытие и гибрид полиуретановый материал Nullifier. Итак, посмотрим, как акриловый огнезащитный состав сопротивляется деформации. Загибаем пластину. Как хорошо видно, акрил обладает неплохой эластичностью, и трещины появились уже после заметного изгиба пластины. Но тем не менее, разрушение налицо, покрытие растрескалось, неисправимый брак. Теперь посмотрим, как сопротивляется деформациям эпоксидное покрытие. Итак, незначительная деформация пластины привела к разрушению огнезащитного покрытия. То есть мы видим, что материал треснул и начал отслаиваться. Ну и наконец, посмотрим, как поведет себя гибрид полиуретановое покрытие Nullifier SC902. Пробуем. Никаких изменений не происходит. Итак, проведенные эксперименты подтвердили, что гибрид полиуретановый состав Nullifier SC902 обладает рядом преимуществ. Он эластичный, высокотехнологичный, быстро сохнущий, влагостойкий, наносится толщиной до 10 мм за слой. Кроме того, нанесение возможно при низкой температуре вплоть до минус 15 градусов и влажности воздуха 95%. Итак, на мой взгляд, в настоящее время на рынке огнезащитных составов материал Nullifier SC902 – это самый лучший выбор.